Рекордные потери российской армии в Украине. Губернатор вызвал на бой олигарха. В Москве бывший СВОшник убил человека со словами «не служил ни мужик». Это «Воздух», новости на Ходорковский лайв. И прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. Темп роста потерь российской армии достиг максимума за все время войны. За эту осень Россия потеряла в 2 раза больше людей, чем за тот же период в 2022 году, и в 1,5 раза больше, чем в 2023. К таким выводам пришли журналисты с русской службы BBC и «Медиазоны». Они подтвердили гибель 78 329 военных. Для сравнения, это больше, чем население таких городов, как Минеральные Воды, Выборг, Дубна или Горно-Алтайск. И это только те смерти, которые удалось подтвердить журналистам из открытых источников. Изменился и средний возраст, и социальный портрет военных. В начале войны это был 21-летний контрактник, служащий в элитных подразделениях. В прошлом году 34-летний заключенный, отправившийся на войну из колонии. К этой осени 2024 года это уже не юный военный, который недавно подписал контракт. По меньшей мере 56% всех погибших – люди, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны. Ну и несколько слов о тех, кому удалось вернуться с войны. «Не служил ни мужик», так сказал вот этот пьяный СВОшник незнакомому мужчине после барной ссоры и несколько раз всадил ему нож в живот. Нападение произошло в столице. Мужчина погиб, а 32-летний ветеран Денис получил за это 8 лет колонии. На суде он также говорил, что погибший оскорблял его. Еще одна история возвращения с фронта. Вот это с Якутии, да, Сань? Это человек, который сколько дней в окопе? 17 дней? 17 дней, который ногу сам себе отрезал. Когда загноилась, товарищи не стали, побоялись отрезать. Обкололся, не попал, в ногу. А так бы сдох, как собака. Вот такие вот у нас есть отважные ребята. Это 38-летний мобилизованный из Якутии Александр Федоров. Он попал в окружение в Донецкой области, был ранен, рана начала гноиться, и он решил сам ампутировать ногу в окопе, чтобы не умереть от заражения крови. Сослуживцы отказались помогать мобилизованному в этом, но приносили лекарства. В итоге его эвакуировали только спустя 17 дней. Интересный случай произошел в одном из военкоматов Петербурга. Там 2 сотрудника отправляли на войну мертвые души, а выплаты присваивали себе. Их задержали. По версии следствия, 51-летний помощник военного комиссара и его жена подыскивали граждан, которых затем фиктивно трудоустраивали в крупную энергетическую компанию. В этом им помогала сотрудница организации, работающая в отделе кадров. После этого от лица мертвых душ они заключали контракты с Минобороны о военной службе и отправке на войну в Украину. В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти денежные средства злоумышленники присваивали. В Кремле прокомментировали возможное ускорение Ютьюба. Путинский пресс-секретарь Песков сказал, что восстановление нормальной работы видеохостинга YouTube не интересует жителей России. Вот цитата. «Насколько нам известно, все-таки проблема YouTube никоим образом не относится к перечню приоритетных вопросов на повестке дня у людей. Поэтому такая постановка вопроса, когда россиянам вернут YouTube, я бы с ней не согласился. Это совсем не главное сейчас». Конец цитаты. Напомню, что сервисы по мониторингу скорости работы разных сайтов зафиксировали вчера на территории России настоящую аномалию. YouTube работал на полную, однако у простых юзеров, судя по опросам, все было как обычно. Ни шатка, ни валка. И еще про дела государственные. Вологодский губернатор Филимонов написал очень странный пост. Он выложил это видео своей пробежки и написал, что советует некоему, цитата, «особо одаренному человеку, отдельному представителю части индустриального микросоциума заниматься спортом». А потом пригласил его на встречу на татами или на ринге. Судя по всему, речь идет про владельца Северстали Алексея Мордашова. У них давний конфликт, сообщают журналисты. А последнее время губернатор везде видит россказни олигарха. Филимонов довольно неординарный губернатор, можно даже сказать фрик. Он открыто исповедует язычество, взял к себе в советники боксера Поветкина, а недавно предложил жестко ограничить продажу алкоголя в регионе, сделать его доступным в магазинах всего 2 часа в сутки.
Мать кинокритика Антона Долина, поэтесса Вероника Долина, задержана в столичном аэропорту Жуковский. Как утверждает близкий к властям телеграм-канал «Шот», на таможне у нее нашли таблетки ивалгин, трамадол, суматриптан и препараты, в которых содержится кодеин и братизолам. Все эти препараты поэтесса не декларировала при выезде из Израиля. Позднее ее отпустили под обязательство о явке. Сама Долина сообщила РБК, что везла с собой таблетки от головной боли. Массовые протесты в столице Абхазии Сухуми. Сотни человек собрались у здания парламента. Сегодня, 15 ноября, депутаты парламента Абхазии должны были рассмотреть законопроект об инвестиционном соглашении с Россией, позволяющий российским компаниям реализовывать свои проекты на территории региона. Однако после протестов в пятницу администрация президента Абхазии заявила, что готовит документ об отзыве соглашения из парламента для стабилизации обстановки. Протестующим удалось прорвать кордон и прорваться в здание парламента. Тем временем протестующие требуют немедленной отставки президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Протестующие взяли под контроль уже весь комплекс правительственных зданий в Абхазии, в том числе здание администрации президента. Впрочем, самого Бжании там не оказалось. Что ж, это все новости, которые я собиралась вам рассказать к этому часу. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка, так вы помогаете нам распространять наши ролики в YouTube. Подпишитесь на Ходорковский лайв, причем не только в YouTube, но и в Телеграме. Там мы сделали специальный Телеграм-канал, ссылку на него вы найдете в описании. Выкладываем туда все наши ролики, еще и в аудиоформате для вашего удобства. Скоро увидимся.